Я украл себе невесту из квартиры ее парня. Замысел был очень красивый, обещал долгую и счастливую жизнь. Но по итогу вместо медового месяца я оказался в кабинете психотерапевта. Довольно долго я рассказывал эту историю только близким людям под вискарик, но я разобрался со своей менталкой и, кажется, теперь уже могу поделиться этим опытом с вами, друзья. 6 лет назад я серьезно потерялся в жизни. Взвесив все за и против, я решил исправить ситуацию самым радикальным способом. Жениться. Да и родители часто напоминали мне о том, что неплохо бы уже вообще-то парочку внуков вот маленьких бегающих каких-то сделать, да, заделать бы, неплохо бы. Так что в целом картина складывалась довольно логичная. Я создаю семью, и это дает мне новую роль и мотивацию. План надежный, как швейцарские часы. но где же взять ту самую достойную, умную, красивую девушку, которая будет мне женой и в будущем матерью моим детям? Тиндер и фастдейтинг предоставили мне довольно много вариантов для поиска, которым я и занимался, пока на горизонте не появилась она. Светозар, Светозар. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь. Красавец, спортсмен, комсомол. Ну, почти. Я познакомился с ней в интернете. Увидел красивую девушку с очень необычным вайбом и не смог пройти мимо. Я очень люблю людей с концой, ну, мне это близко. Она была как раз такой. Я придурочная! Наш роман длился где-то год, а потом я своими же руками уничтожил эти отношения. Не было конкретной причины, просто мне стало скучно и сложилось ощущение, что так будет лучше для всех. Она уехала жить в Петербург, и мы лишь изредка общались, оставив этот канал связи, ну, видимо, на всякий случай, такое. Чеховское ружье. Примерно через 5 лет после этих событий я пришел в точку, в которой я решил разобраться со всеми своими проблемами через женитьбу. И тут ружье выстрелило. Мы как-то резко активизировали общение, после чего она приехала ко мне в Москву, и мы очень хорошо провели время. Настолько классно, что я всерьез задумался. А может, это оно? Ну, больно похоже, все прям идеально. Все недостатки, на которые я обращал внимание в прошлом, куда-то исчезли. Но не зря же я с ней когда-то расстался, да? Мысль об этом пришла ко мне в голову, но я быстро успокоил себя, что, ну, люди меняются, и вот у меня перед глазами как раз пример того, что меняются к лучшему. В общем, это был последний недостающий пазл для моего брачного схематозика. Все сошлось. И хозяюшка, и красивая, и диплом красный. Надо брать. Но как? Она же в отношениях, живет с парнем в его квартире. И по слухам, дело даже движется к замужеству. Я понял, что пора хватать ситуацию в свои руки и действовать. Признался ей в своих чувствах, рассказал о серьезных планах на будущее. И, судя по всему, продал эту идею довольно неплохо. По крайней мере, мне тогда так казалось. Она согласилась съехаться со мной при условии, что это будет транзакция в одну сторону. Ну, то есть почти прямым текстом проговорили, что она рассчитывает на свадьбу. Окей, примерно в этом мое намерение и заключалось. Осталось всего ничего. Увезти ее из квартиры парня, с которым она в тот момент жила. Недолго думая, я подготовил маленький, но довольно безумный план некоторой брачной спецоперации. Сел в машину, заправился и поехал в Санкт-Петербург. Светозар, Светозар. План изящный в своей простоте и непосредственности. Я приезжаю к ним домой, пока парень на работе. Собираем все ее вещи, грузим в машину, дожидаемся вечера. Она встречает парня после работы и говорит ему: извини, мол, такие дела, я поехала в новую жизнь. Разговор, конечно, предстоял не из приятных. Я довольно сильно переживал о том, как все пройдет, поэтому, конечно, предложил свою помощь. Но она сказала, что хочет разобраться во всем сама. Так или иначе, я стоял во дворе дома, готовый в любой момент вмешаться на случай, если что-то пойдет не так. Вообще, к этому событию я подготовился. Мне показалось, что тот момент, когда она выйдет ко мне свободной, очень важен, и надо его как-то закрепить. Обладая любовью к красивым жестам, я придумал следующее. Как истинный папик, я, конечно, купил последний iPhone. С намерением подарить сразу же, как она сядет ко мне в машину. Такая, в некотором смысле, награда. Я знал, что она хотела бы себе такой телефон, и на тот момент мне казалось это некоторым подтверждением моей маскулинности, что ли. А еще я захватил с собой бутылку шампанского и стеклянные бокалы, чтобы разбить их на счастье. И вот я в нервном ожидании сижу за рулем машины. На заднем сиденье у меня полно вещей, и я постоянно проверяю телефон, в надежде, что она уже появилась в сети, и все закончилось. Но, к сожалению, последнее сообщение все еще не просчитано, и моя возлюбленная уже довольно долго не отвечает. Я начал продумывать план, как я буду вызволять ее оттуда, если через 20 минут она не вернется. Но вскоре дверь в мою машину открылась,
И на пассажирское сиденье села она. Немного смущенная и в прострации, но при этом как будто бы даже счастливая. Рассказала, что все прошло норм. Парень был в шоке от таких новостей и почти ничего не сказал. Мне, конечно, стало очень радостно от того, что все так легко прошло. Я подарил ей iPhone. Не уверен, что это было к месту, но план есть план. Потом мы вышли из машины, я открыл шампанское, как в кино, с пеной, и налил ей в стакан. Себе я налил буратино, потому что был за рулем. Кажется, я произнес какой-то тост, мы выпили, и после этого громко разбили бокалы о землю. Это было довольно красиво, но, к сожалению, не очень нам помогло. В общем, до Москвы мы доехали нормально. И какое-то время даже сами не верили в то, что все так лихо провернули. А дальше началась счастливая семейная жизнь. Правда, не та, которую мы себе представляли. Светозар, Светозар. До этого приключения вместе мы в основном ходили по ресторанам, в кино, развлекались в общем. Хорошо проводили время и ни о чем не думали. А потом мы как-то резко, со всего размаху столкнулись с реальностью. Оказалось, что надо решить 1000 бытовых мелочей. При этом на фоне постоянно присутствовал бывший парень. Кажется, через какое-то время он начал понимать, что это не шутка, и начал названивать, попутно намекая, что жить-то ему теперь особо и незачем. Я был максимально уверен, что это манипуляция, и как мог успокоил свою любовь. Но сам в глубине души немного испугался. А вдруг и правда руки на себя наложит? Как мне потом жить-то с этим? Это же получается я виноват. Решили, что пока она будет максимально нейтрально ему отвечать, чтобы не спровоцировать. И заодно посмотрим, меняется ли риторика с течением времени. 1000 бытовых проблем прибавилось одной проблемой побольше. Поиском квартиры. Те варианты, которые я не раздумывая бы взял, потому что они норм по деньгам и месту, не очень устраивали мою возлюбленную. Она приехала в сказку, и квартира должна была соответствовать. Поэтому очень долго искали что-то подходящее. С новым ремонтом, красивой ванной, ну и так далее. Ну как искали? В основном я искал. И постоянно чувствовал вину за то, что не оправдываю своей роли идеального мужчины, который все решает по щелчку пальца. Эмоциональный фон ухудшался. И тут еще бывший парень вышел за берега вообще со своими звонками. Я понимал, что все это уже перестает быть нормой, что он как будто становится третьим участником наших отношений. Иронично. Надо было как-то по-взрослому, серьезно решать проблему. Ну и я напился и позвонил ему с ее телефона. Это все происходило на громкой связи при моей возлюбленной, что, конечно, добавляло пафоса. И я включил альфача и в довольно всратой форме решил развести рамсы в стиле «Я слышал, у тебя какие-то проблемы», на что получил ответ, что со мной проблем у него нет. Проблемы у него только с ней. Что я посчитал своей победой и завершил разговор. После этой ситуации решили, что она его заблокирует и просто не будет больше общаться. Но вообще-то давно пора. И вот мы заезжаем в новую хату, и все будто начинает налаживаться. Но тут я узнаю, что у меня в челюсти опухоль, которую надо удалять. Вся радость куда-то быстро улетучивается. Плюс я замечаю, что мы с моей пассией как будто существуем в разных мирах. Я езжу куда-то, разбираюсь с проблемами, а она просто сидит дома. Акклиматизация идет туго. Вообще-то надо искать работу, заводить новых знакомых на новом месте. Но намерения хотя бы лежать в эту сторону я не увидел. В общем, это было сильно не похоже на ту жизнь, которую я себе представлял. Где рядом со мной партнер, который проявляет инициативу, поддерживает меня, с которым мы, вместе. По факту же получается, что партнерша моя продолжает просто неплохо проводить время. А я пытаюсь куда-то вырулить эту ситуацию, но силы у меня заканчиваются. И тут я узнаю, что она продолжает общаться с этим своим бывшим парнем. Просто теперь у меня за спиной. Это стало последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения и, конечно... Тянет устроить скандал. Но я решил обстоятельно и откровенно поговорить обо всем, чтобы прояснить ситуацию с тоской по прошлой жизни, а также с готовностью строить новую. План у меня был в том, чтобы в диалоге как-то разрулить это все. Но начал я, конечно, с предъяв. Общаться у меня за спиной — это удар по доверию. Начало вполне логичное, но, наверное, не совсем удачное для переговоров. Беседа быстро перешла в ссору, которой я вообще-то планировал избежать, где сам собой возник вопрос: а кому все это нужно-то? Здесь мы решили взять друг друга на понт. Вроде, а я вообще-то могла бы и уехать. Да не вопрос, езжай. Слово за слово, на то мы порешили. Теперь, видимо, была моя очередь верить в то, что все это шутка. Но совершенно не шуточно был куплен билет на поезд и заказана машина, что отвезет вещи в Питер. Некоторое время я думал, что это такая угроза, жест. Но не может же быть настолько легкий откат. Это же... Такой булшит классический. Зачем тогда все это было-то вообще? Плюс моя предстоящая операция оставила меня в очень уязвимую позицию. Мне было совсем неприятно думать, что моя возлюбленная бросает меня в такой тяжелый момент. Тем не менее, в нужный день я отвез ее на вокзал,
Посадил на поезд и помахал платочком. Сел в машину, поплакал, покурил сигаретку и домой поехал. В какой-то момент, где-то посередине пути до Питера, она, видимо, передумала и написала мне, что вот я вышла на платформу и хочу ехать обратно. Но я отговорил ее, хотя мне хотелось не отговаривать. Раз уж решила, езжай. Все это ощущалось довольно нереально. Будто я долго и упорно строил замок из своих иллюзий, а теперь он рухнул и похоронил меня под своими обломками. Ну, было прям плохо. И физически, и ментально. Я обнаружил себя одного в абсурдно большой квартире, которая была мне не нужна. И когда я остался наедине с собой, я смог наконец-то обратить внимание на свои ощущения и понял, что, кажется, я не вывожу. Я не понимаю, что делать, чтобы мне стало лучше. У меня пропала мотивация делать вообще что-либо. Мне не хотелось выходить из дома, ну и сидеть весь день дома было также невыносимо. До этого момента про депрессию я слышал только из кино. Всегда казалось, что это происходит с кем-то другим, точно не со мной. Ну вот, кажется, произошло. Светозар, Светозар. Долгое время меня не отпускала мысль, а что это такое был-то вообще? Казалось, что хотели создать семью, но по факту мы оба не были готовы строить что-то серьезное. И просто решили попробовать. А как оно на вкус? А на вкус оно как жизнь, которая, к сожалению, не состоит только из удовольствий и развлечений. Разница примерно такая же, как у туризма и иммиграции. Жизнь в отеле, где все включено, сильно отличается от самостоятельной жизни в доме, где нужно готовить, убираться и знать, где находится газовый котел. Тем более сложно вот так вот быстро нырять в этот омут. Надо же понемногу адаптацию проходить, привыкать друг к другу. Конечно, бывший парень не забылся. Там хоть, может, и не все в порядке было, но хотя бы знакомо и понятно. Кстати, iPhone я ее заставил вернуть перед уездом. Мне показалось несправедливым оставлять такие подарки человеку, который даже не напрягся, чтобы остаться со мной. Я его продал и сделал себе на эти деньги операцию. Немного излечил себя, что ли. Символично. Но осталась рана побольше. И чтобы ее заделать, к сожалению, нельзя было просто сходить к врачу на процедуру. Все, чем я привык лечить душевные раны, не помогало. Алкоголь и сигареты делали только хуже. Единственное, что осталось из рабочих способов, это сон. Но не нормальный восстановительный сон, когда ты просыпаешься полный сил для новых свершений. А его злой брат-близнец – сон, побег от реальности. Я спал по 14 часов в сутки. И что интересно, все мои сны были осознанными. Я проживал там классные сюжеты. И очень расстраивался, когда приходилось просыпаться и возвращаться обратно в реальность. Такая, можно сказать, личная матрица. Иногда я засыпал заново, просто чтобы досмотреть классный сюжет, который я видел во сне. Но так или иначе, всегда приходилось возвращаться в реальный мир, в котором меня ничего не радовало. В следующем видео я расскажу, как я выбрался из депрессии и что случилось с моей бывшей, которая вернулась в Петербург. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. А еще поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и напишите комментарий. Так вы приблизите выход нового выпуска, ведь у меня будет гораздо больше мотивации, чтобы его доделать. Обнимаю вас и увидимся в следующем видео.